Что ж, всем привет! Сегодня у нас распаковка альбомов History of Kingdom Part 5 Луи. Да-да, альбомы пришли ко мне уже после того, как вышел 6-й альбом. Ну, кого это волнует? Давайте скажем так. Я очень сильно волнуюсь, кто будет в карточках. Во-первых, мы можем видеть здесь уже Луи. Я могу все еще продолжать надеяться на то, что это будет Айван, но... Ничего страшного, если его не будет, потому что у меня предзаказана его карточка. Давайте начнем. Для начала я хочу вам показать предзаказанные карты, которые шли к альбому. Во-первых, это у меня Луи. Вот так вот. Вот так вот. У меня, получается, уже точно 2 карты с нашим королем альбома. Я очень-очень рада. Как я уже, в принципе, и говорила, у меня Айван. Вот такой вот. Вот такой вот прекрасненький Айван. Да, 3-я карточка. Там общие карточки шли. Одна из них у меня Макнелайн и Дан. И еще одна у меня карточка от 7. Вот такая вот прекрасная карточка. Я не знаю, почему задник таким образом. Наверное, это потому, что магазин решил выделиться. В общем, мой биндер продолжает пополняться карточками Kingdom. А теперь перейдем к самим альбомам. Сейчас я вам покажу, как это выглядит. Вот так вот. Какой бы альбом распаковать первым? Давайте по порядку. Зеленый, так мы уже видим здесь Луи. Да. Не забываем про ножик-морковку, потому что это символ хорошей распаковки, я думаю. Давайте посмотрим сначала с внешней стороны. Вот так вот у нас тут переливается Луи. Выглядит как историческая книга. Очень-очень красиво. Это или как картина, знаете, как было в клипе. Вот. Сейчас прочитаем трек-лист. History of Kingdom Part 5 Луи. Intro, Requiem, Begia, Long Live the King, Majinpyo или Период, Destiny, Waka Waka, Poison и Begia Instrumental. Вот такой вот прекрасный трек-лист. А теперь мне страшно, какая там будет карта. Я знаю точно, что Луи. Вау! Тут кармашек отдельно для карт. Я думала, он сейчас вывалится на меня. Эй, йоу! Луи, выходи. Ясно. У нас иные методы. О, не хочу смотреть, кто там. Я как обычно, просто как обычно. Во-первых, переливающийся Луи. На самом деле они немножечко такие карточки выглядят пугающие. Я видела, как они выглядят вообще. Ну и сзади вот такая красивая зеленая буковка К и роза. И выпала карточка, она сама ко мне пришла. Я знала. Я до этого говорила, что очень сильно хочу Артура. К сожалению, я не говорила это на камеру. Но, в общем, я очень сильно хотела Артура. И вот он, наш такой с желтенько-серенькими волосами. Вау. Ну и вот такой вот у нас задничек, такой же зелененький. Давайте теперь посмотрим диск, а потом уже фотобук. Снова у нас такой прекрасненький кармашек. Сейчас мы его достанем. Вау. Красотень. Вот так вот. Ну а с другой стороны просто диск. Ничего особенного. Красота. GF Entertainment. А теперь посмотрим фотобук. Начнем. Вау. Вау-вау-вау. Это цветы. Ну, поэтому, потому что наш Луи король красоты и эстетики. Ну, это прям неожиданно. И это портрет-версия. Part 5 Луи. Вау. У меня прям мурашки. Я, наверное, никогда не видела как-то... Вау. И тут снова эти фразочки, которые были в первом альбоме. Вау, это зеркало. Ой, это напоминает зеркало из моей хореографии, точнее, но оно не похоже, но тот факт, что это зеркало, прям, ладно, вау. Прекраснейший король Луи в прекрасном своем светлом наряде. The peak of beauty is blooming. О, это тот момент, где они сидят за столом, у них, так сказать, мероприятие. Какие же они красавчики.
Вау. Еще вот эта синяя вещь, которая была у него в печеньках. 1 Луи, у меня прям мурашки. Прям реально. Создан для того, чтобы быть в картине. Мне очень нравится вот это. Прям до этого в альбомах не было так завораживающе. Тут прям очень сильно хорошо постарались дизайнеры над этим. Вау. И следом идет Муджин, который сейчас наш король, да. Винишек. И Муджин, который очень-очень строго сидит, такой сильная аура. Муджин рядом с картинами показывает на картину короля. Угу. Такой. А я круче. Ну, по факту. Тут снова зеркало, только уже круглое и тоже глаз. Интересно, что бы это значило. И тоже в картине. О, Джахани. Тут тоже, кстати, последовательность, как в альбомах. Джахани прекрасно стоит в том месте, где они тусовались, где он с Артуром играл в игру. И снова в картине, и снова глаз. Только тут уже... О, кстати, в виде солнца. Он же король солнца. Вау. Интересно. Ну, понятно, что у Луи это красота эстетика. У Муджина у него был просто круг. Что бы это значило? Цветок? Я не знаю. У него прям на солнце очень хорошо похоже. Следующий, видимо, Артур. О, да. А, его волосы такие классные. Я видела в Твиттере, как говорили про то, что он похож на теннисный мячик. Ну, это так мило. Тоже такой с вином красавчик. Наряды просто отвал всего. О, и снова он закрывается от солнышка. О, у него зеркало в виде капли, типа как дождь. Мне очень-очень нравится вот этот момент, то, что сделали зеркало с глазом. Интересно, почему глаз, хотя у Kingdom, как в принципе, очень многое с глазами связано, потому что там приближение, всякие, ну, в общем, очень много связано с глазом. Прям шокирующе. И тоже в картине такой прекрасный Артур. Хвони, это первый альбом с нашим Хвоном. Вау. Стоит такой картин, и сам выглядит как будто бы картина. Прекрасная картина от прекрасного художника. А у него немножечко хаотичное зеркало. Не знаю, можно ли это назвать зеркалом, но, в общем, я буду это называть зеркалом. Пускай так. Как будто бы что-то взорвалось, хотя, в принципе, если он король шторма, то теоретически это логично. И тоже он такой в картине. И прекрасно сидит с вином. Это Айвани. Прекрасный Айван с таким легким, как будто бы презирающим взглядом, в красивом розовом наряде. Прям неожиданно. Во-первых, стиль картины изменился у Айвана. А во-вторых, форма зеркала немножечко, наверное, метель. Может быть такое. И снова мне очень-очень нравится то, что очень-очень красивый фон. Прям вау. И вот у Айвана в руках, что это такое, ленточка? И Дан сидит красивый такой за столом с вином. Вау. Такой. Я тут самый крутой. Вау. У Дана квадратное зеркало и вокруг очень много-много всего. Ну, тоже, я думаю, можно как-либо связать это с тем, что он король изменений. Но я, правда, не особо представляю как. И снова картина того же типажа. А у Ивана была другая. Ладно. О, это прекрасная фотография общая. И у меня есть плакат. Сейчас, если я сейчас его покажу вам. Секундочку. Я его еще не успела повесить, но вот он. Второй плакат тоже должен был быть, но из-за, как обычно, на мне ошибка шопа, и я его буду покупать. Ну, ничего страшного. Как обычно. Знаете, вот я, помните, распаковывала Сэнчон? Мне вообще никаких плакатов не прислали, так что и на том спасибо. О, а это Mirror-версия. Вау. Я не знаю, как это описать, но Луи прям Total Black, прям его, я не знаю, возможно, потому что он тут король, он такой, так сказать, можно сказать, немножечко расслаблен, ну, прям очень-очень-очень круто. А еще у него розы, вот я не знаю, видно ли, очень-очень темный фон, но это розы и надпись Луи. О, это Муджин с прекрасными циферками. Интересно, что бы значили эти циферки. Получается тут 1, 2, 4, 3, 5, 6.
Мне очень нравится фон, у него фон с бабочками. Или что это? Очень-очень... Вот, кстати, эти фоны похожи на печеньки Луи, которые у него там что-то лилось. И я могу вставить где-нибудь. И вот те же самые ощущения. У Джохана как будто бы прекрасный профиль Джохана, это во-первых. А во-вторых, вот этот фон как будто бы либо это какая-то ткань лежит, либо это краска, знаете, размазали. Что-то в этом роде. Прекрасный Артур. И снова этот фон, я не знаю, как его описать. Тут как будто бы чем-то рисовали. Ну, не знаю, возможно, только вот я так думаю. Фон. О, ну у него, очевидно, это цветы. На самом деле цветы похожи то ли на фиалки, то ли, как это называется, клевер. А нет, тут просто много разных цветов. Выглядит, как будто бы защитит весь мир. Вау. Вау. Я прям в восторге. Во-первых, это Айван. А во-вторых, посмотрите на его взгляд. Он выглядит так, будто бы... Я не умею хорошо описывать, но его взгляд как будто бы говорит, типа, я есть мощь, я есть сила, я смогу победить кого угодно. По факту. Также очень-очень красиво выглядит его оттенок волос с Total Black. Да, такой немного мечтательный, но сильный взгляд. И снова цветы на фоне. Ну и тут, получается, трек-лист, который я уже озвучивала. Текст песни Long Live the King. Потом Majin-pyo, где лирика от Муджина. Destiny, лирика от Дана и Муджина. Вака-вака, лирика Дана. Композиция Дана. И аранжировка Дана. Прекрасно. Вау. У Вака-вака очень много английских слов. И Poison. Лирика Муджина. Ну и получается тут диск. В общем, с одним из альбомов мы уже разобрались. Теперь второй альбом, где я вообще понятия не имею, кто там будет. Было бы неплохо, если была бы еще карточка Хвона, потому что его карточек у меня нет, кроме вот этой одной общей, точнее двух общих. Почему бы и нет, если у меня все остальные мемберы хотя бы по одному уже есть. А некоторых по два, а некоторых по три. На кого бы поставить? Я хочу Айван либо Хвон. Так, давайте сначала я вытащу вот эту карточку. Я уже поняла, как их вытаскивать. Так, давайте вы сейчас увидите. Я буду в шоке. Мне хочется плакать. Близняшки. Только с разными этими. Что со мной не так? Почему это именно я снова? Ну, конечно, я рада, что это Луи. Но не во второй же раз. Ладно, надеемся, что сейчас будет кто-нибудь не Луи. Я снова угадала. Это Хвон. Я угадала Артура и Хвона. Посмотрим на Хвона. Вот такой прекрасный. Прекрасный молодой человек. В первом его альбоме мне попался он же. Я считаю, что это легендарно. Особенно потому, что я только недавно сказала, что очень сильно хочу его карточку. Ладно, давайте посмотрим фотобук. В принципе, уже без разницы. Вау! Eternity версия. Это часы. Часы. Time goes on. A lot of singles is canonical. But I always exist. I protect my kingdom. Yeah! Это общая фотография, плакат которого у меня нет, но я надеюсь, что он скоро будет. Вау! Kingdom of Aesthetic. По факту такой. Тянет ручку к судьбе. Я не знаю, к чему он может еще тянет руку. Ну, собственно, как я и говорила в прошлый раз, ему очень-очень сильно идет черный наряд. Очень-очень сильно. А это тоже подписи названий королевств. Kingdom of Cherry Blossom. Король цветущей вишни. Вау, такой взгляд. Знаете, из-за того, что я сейчас знаю то, что у него будет в его эре, поэтому можно представить, что он немножечко боится или он чувствует то, что будет что-то не так. Ну, возможно, что-то в этом роде. И еще тут какие-то красивенькие штучки. У Муджина цветочки такие растут. Вау! Что это за hot guy? Мрачно очаровательный. Kingdom of Sun, и у него снова вот здесь вот похоже на солнышко.
такой задумчивый взгляд вдаль, чувствуя, что что-то произойдет. Вау, мистер Крутость прям. Тут я не знаю даже, как это связать, никак не могу. В общем, это Артур, который закрывается от солнышка. Либо от чего он там может закрываться. Хотя это было бы резонно, если бы это все-таки был бы Vampire концепт. Как нам говорил Артур, Kingdom of Rain. В полный рост прям вау-вау. Неожиданно. Kingdom of Storm. И тоже закрывается. Эти фигурочки меня немножечко удивляют. Я не знаю, к чему отнести. Возможно, их просто рандомно нарисовали, прилепили. Или Катер сидит и думает, а что это? Что это такое? Тоже снова такой холодный взгляд, смотрит вдаль. Кстати, очень-очень красивый профиль. Я не знаю, как это можно описать, потому что еще не уверена в том, какова именно роль Хвона. Хотя в 6-м альбоме немножечко стало ясней, но в данный момент я еще не знаю. Вау! Kingdom of Snow, как обычно, убивает меня, а во-вторых, вот эта корона, ну, очевидно, что корона связана как-либо с Айвоном, потому что Black Crown как минимум. Я не могу. Это как будто бы мысль отчаяния или что это может быть. В любом случае, фотография в полный рост. Очень-очень крутые. Kingdom of Change. Я понятия не имею снова об вот этой штуке, но прекрасно да, тоже держит руку. Возможно, эта рука как будто бы часы в руке должны были быть, нет? Ну, я не знаю. Пусть будет так. И тоже скрывается от этого. Но, возможно, реально это потому, что как задумка когда-то была в какой-то мере имеет вампирскую тематику, поэтому все возможно. И тут это все соединено. Все, что у них было. Ну, в общем, у меня просто некоторые части напоминают то, что было у мемберов. Замечательные данные на белом фоне в белом наряде. Я не знаю, почему Джефф так делают, что их не так уж и хорошо видно на белом фоне в белых нарядах, но мы не осуждаем. Прекрасный, опасный Айвон в белом наряде. Хвон. Немножко прекрасный, немножечко опасный, немножечко как будто бы вдохновленный. Или я не знаю, как это описать. О, Артур. Немного задумчивый и как будто бы грустный. Джохан. Просто сильная аура. Это просто, знаете, если бы сильная крутая аура была человеком, это был бы Джохан. Очевидно. Вау. Муджин выглядит как, знаете, самый влиятельный чел того времени. Я так думаю, да. И Луи, который выглядит как король. Он и есть король. И общая картина, общая фотография. Прекрасно. И еще одна. Только уже на одной стороне. О, и это они сидят за столом. Этот стол мне очень сильно напоминает Black Crown. Тоже за столом сидели. О, у меня прям мурашки. Почему нам не дали такого трек-листа? Ну, как бы, тот трек-лист тоже хорош, но этот, мне кажется, был бы прям до мурашек очень сильный. Ну, и тут снова идут кредиты и... Вау, красивенько. И диск я не показала. Прекрасный диск. С другой стороны, как я и говорила, ничего нет. В общем, что я могу сказать? Во-первых, я очень сильно рада, что я, можно сказать, угадала. Во-первых, я говорила о том, что хочу себе карточку Артура. Я говорила, допустим, в нашем чате с Киме. О Хвоне я говорила прямо вот здесь, на видео. Так что этому я, конечно, очень сильно рада. Также я очень рада Луи. Но если бы их было бы на один меньше, и тут был бы кто-нибудь еще, было бы, наверное, чуть-чуть покруче. И я вот не знаю... Почему я такая везучая-невезучая? Мое везение просто нечто. Вы просто не представляете. И это не в первый раз, и не во второй. Ну, в общем, чисто альбом Луи и есть альбом Луи. Ладно. Альбом Kingdom, как обычно, на очень-очень высоком уровне. Я даже не знаю, как это передать словами, потому что, ну, посмотрите, это выглядит как картина, или как книга, или вообще очень-очень-очень прекрасно это выглядит. С другой стороны, тоже. Прям в восторге. Знаете, каждая распаковка Kingdom — это как будто бы реально очень-очень чувственное погружение в историю. Но я думаю, что на этом можно заканчивать. Я надеюсь, что вам понравилась моя распаковка. Я надеюсь, что вы поставите лайк, вы можете подписаться, вы можете ждать мои другие видео, вы можете посмотреть мои другие распаковки в плейлисте. И я думаю, что настало время прощаться.
Бай-бай, бай-бай. И